Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, какие же овощи являются наиболее полезными и почему. Что ж, давайте начнем. Номер 10 в списке – это чеснок. Чеснок использовался на протяжении тысячелетий, и все из-за его лечебных свойств. И по сей день многие люди начинают потреблять большое количество чеснока всякий раз, когда им нужно повысить иммунитет. Я, кстати, тоже люблю есть чеснок, но не только по этим причинам, мне он просто нравится на вкус. В чесноке содержится соединение под названием аллицин, которое придает чесноку такой характерный запах и вкус, а также приносит большую пользу для нашего здоровья. Но аллицин является лишь одним из 33 соединений, содержащих серу. Чеснок, растительные продукты и многие овощи, насыщенные соединениями серы, как известно, приносят пользу для здоровья и помогают людям лечить такие болезни, как, например, рассеянный склероз. В чесноке присутствует еще одно соединение, которое называется цистеином. В человеческом организме цистеин используется для производства таурина и глутатиона. Таурин важен как вещество, играющее ключевую роль для адекватной работы центральной нервной системы. Также он помогает контролировать артериальное давление, поддерживать здоровье глаз, способствует наращиванию мускулатуры и сжиганию лишнего жира. Глутатион необходим для нормальной работы иммунной системы, так как является мощным антиоксидантом, а также защищает клетки нервной системы от повреждений. Само собой, в чесноке есть множество других витаминов и минералов, но опять же, вы вряд ли будете есть его килограммами, поэтому в данном случае полагаться на чеснок не стоит. Его можно есть как сырым, так и приготовленным, но многие люди отдают предпочтение приготовленному чесноку, потому что так его можно съесть больше и он будет немного мягче. Но имейте в виду, что аллицин более эффективен, когда чеснок употребляется в свежем и сыром виде. Нельзя не упомянуть про то, что у чеснока есть и обратная сторона, а именно его запах. Но можно успокоить себя тем, что он отпугивает вампиров и комаров. Номер 9 – это лук, который относится к тому же семейству, что и чеснок. Они оба содержат серу и цистеин, а также много витаминов и минералов. Витамины и минералы – это одна из основных причин, по которой нам следует есть много овощей. В луке содержится около 7,5 граммов углеводов. Это самое большое количество углеводов среди всех овощей, которые я включаю в этот список. Вы можете спросить, для чего же нужно ограничивать углеводы и стоит ли вообще это делать? Это зависит от того, насколько вы чувствительны к углеводам. Большинство современных людей, особенно с избыточным весом, имеют непереносимость углеводов. У них плохой метаболизм как раз из-за того, что они переусердствовали с углеводами, и их тело больше не справляется с ними. Так что решение данной проблемы – это низкоуглеводная диета. 7,5 грамм углеводов в луке – это своего рода граница, за которую лучше не переходить. Вы, безусловно, можете есть около 100 граммов в день. Это примерно средняя луковица, если не хотите переборщить с углеводами. Еще одна вещь, о которой следует помнить, касаясь лука и чеснока, заключается в том, есть ли у вас СИБР, что означает избыточный рост бактерий в тонком кишечнике. Многие люди все чаще сталкиваются с этим. Это когда бактерии растут не в том месте, где они должны быть. То есть они должны находиться в толстой кишке, а не в тонкой. И если они находятся в тонкой кишке, и вы кормите их неправильными продуктами, в итоге вы получите сильное вздутие и много других пищеварительных проблем. Под неправильными продуктами понимается FODMAP. В двух словах, это разные формы углеводов, таких как углеводы короткого и среднего размера, и полиолы, которые представляют собой сахарные спирты. А лук и чеснок содержат много фруктоолигосахаридов. Наше тело не поглощает их очень много, а если их не поглощать, то они опускаются вниз и становятся пищей для бактерий в тонком кишечнике. Поэтому, если вы думаете, что это может быть проблемой для вас, прочитайте немного о СИБР и так называемом FODMAP. Вы легко сможете найти список продуктов с высоким содержанием этих самых углеводов, с которыми не может справиться наш организм. Вы также можете замочить лук и чеснок в воде перед употреблением. Это поможет вывести из них часть фруктоолигосахаридов. Итак, почему я выбрала именно эти овощи, о которых мы сегодня говорим? Ответ очень прост, потому что в них содержится мало углеводов и сахара. Думаю, что все мы хотели бы получать огромное количество питательных веществ и при этом не нагружать свое тело сахаром. Одними из самых важных питательных веществ являются калий и магний. И еще немаловажным будет натрий, который мы получаем, добавляя соль в пищу.
Большинство овощей, о которых пойдет речь в этом видео, помогают очистить печень, и на то есть две причины. Либо они содержат сероорганические соединения, которые помогают организму выводить токсины и вырабатывать глутатион, или же они являются частью семейства крестоцветных, а это означает, что они содержат много фитонутриентов и некоторые химические вещества, которые помогают печени в детоксикации и удалении шлаков из организма. Номер 8. Брюссельская капуста. Она как раз-таки относится к семейству крестоцветных, поэтому это будет полезно для печени. Брюссельская капуста содержит еще одно специфическое соединение под названием кемпферол, которое было подробно изучено учеными и, как известно, является отличным антиоксидантом и оказывает противовоспалительное действие. Также он обладает противораковыми свойствами. Он снижает синтез жирных кислот в злокачественных клетках, и это уменьшает развитие некоторых видов рака. Номер 7 – это помидоры. Мне очень нравятся помидоры, потому что их можно есть как по отдельности в виде закуски, так и приготовить множество блюд с их использованием. Они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, а именно ликопин и лютеин, которые были хорошо изучены. Ликопин, например, обладает высокой антиоксидантной активностью, позволяющей устранить активные формы кислорода и тем самым снизить риск повреждения органов и тканей организма свободными радикалами, а лютеин незаменим для поддержания остроты зрения. Несмотря на все сказанное, вам не нужно сильно заострять внимание на химических веществах и их свойствах. Это, конечно, очень здорово знать о том, что обнаружили ученые в различных овощах, но не нужно слишком усложнять. Вам важно иметь общее представление о полезных овощах, а затем просто есть их в определенном количестве. Еще я хочу рассказать вам о таких понятиях, как грязная дюжина и чистые 15. Итак, что же это такое? Грязная дюжина – это фраза, которая относится к 12 грязным культурам, на которых фермеры используют больше всего пестицидов, а фраза «чистые 15» относится к 15 культурам, которые, соответственно, содержат наименьшее количество пестицидов. Некоторые люди считают, что употребление органических продуктов – это слишком дорого, но когда вы смотрите на долгосрочную стоимость выбора продуктов с остатками и потенциально опасных пестицидов, чтобы питаться ими и кормить семью, тогда цена получается намного выше. Тем не менее, рынок меняется, и все большее количество магазинов и ресторанов понимают, что потребители информированы и выбирают качество, а не количество. В этом списке собраны товары, которые вы вполне можете себе позволить и которые не обязательно должны быть органическими. В таких овощах, как авокадо, лук, баклажан, цветная капуста, брокколи, грибы и спаржа почти не обнаружено пестицидов по сравнению с грязной дюжиной, а именно шпинатом, помидорами, сельдереем и картофелем. Поэтому, если вы едите овощи из раздела «Чистые 15», вы можете быть уверены в том, что вы получаете более органические продукты. Номер 6. Капуста. Она очень полезна и при этом доступна по цене. Это один из самых дешевых овощей. Она также является частью семейства крестоцветных, поэтому помогает в очищении печени. Капуста полна витаминов и минералов, в особенности витамина С. Некоторые люди думают, что им нужно есть апельсины и пить апельсиновый сок по утрам, чтобы получать витамин С, но на самом деле вам лучше есть немного капусты. Кроме того, есть много способов ее приготовления. Вы можете есть ее в сыром или тушеном виде, или же можете приготовить салат. Есть несколько суперпростых рецептов салата. Например, просто брызнуть немного оливкового масла, чуть-чуть уксуса, соли, перца и немного трав, таких как базилик, и у вас получится фантастический салат. И, конечно же, когда мы думаем о капусте и других овощах, мы вспоминаем о нашем микробиоме, микрофлоре и скоплении 40 триллионов форм жизни в кишечнике, которые помогают поддерживать наше здоровье. И важной частью того, что их питает, является клетчатка. И вам стоит запомнить, что клетчатка питает полезные бактерии, которые нужны вашему организму, а сахар подкармливает вредные. Одной из основных причин, вызывающих дисбактериоз и дисбаланс флоры, является то, что люди потребляют большое количество сахара и совсем мало клетчатки. Чем больше вы будете есть ферментированных овощей, которые не только содержат клетчатку, но и некоторые пробиотики, тем лучше вы сможете поддерживать ваш микробиом.
И, конечно же, капуста является одним из самых популярных продуктов для ферментации. Но есть множество других овощей, которые вы можете ферментировать, и в интернете полно различных рецептов на эту тему. Отдельно хочу сказать о пробиотиках. Многие люди периодически покупают пробиотики в аптеках. Но нужно ли нам вообще это делать? Само собой, они нужны многим людям, но в основном люди не совсем понимают, как они работают, и думают, что после их применения все проблемы с кишечником исчезнут. Пробиотики – это своеобразные семена. Когда вы покупаете эту маленькую капсулу с миллиардами бактерий, этим семенам нужно подходящее место для роста. Если вы посадите семена цветов в самую лучшую почву, то само собой из нее вырастут красивые цветы. Если же бросить эти цветочные семена на бетон на стоянке, особого роста вы не увидите. Думаю, аналогия была понятна. То же самое происходит и с пробиотиками. Желудочно-кишечный тракт многих людей настолько испорчен и засорен, что там ничего не может расти. Поэтому нам нужно есть цельную пищу, исключить сахар, увеличить количество клетчатки, а также есть ферментированную пищу. Только так вы сможете создать здоровую почву. И после этого уже можно использовать пробиотики, которые в таком случае действительно будут полезны. Номер 5 – это сладкий перец. И опять же, здесь много витамина С, намного больше, чем в апельсиновом соке, и намного меньше сахара. Он содержит от 3 до 4% чистых углеводов, поэтому вы можете есть достаточно много болгарского перца. А еще с ним есть множество вариантов приготовления, от обычной закуски до полноценных блюд с мясом, или же в тушеном или маринованном виде. Номер 4 – это цветная капуста. В ней тонны витаминов и минералов, в особенности калия. Она входит в группу крестоцветных и, соответственно, помогает нашей печени. В цветной капусте содержится всего около 3% чистых углеводов. И это одна из причин, по которой она стала такой популярной среди людей, которые придерживаются низкоуглеводной диеты. Вы можете превратить ее в своего рода пюре из цветной капусты вместо картофеля или приготовить ее с рисом на пару. Также она очень вкусная в запеченном виде. Съедая хороший кусочек цветной капусты от 300 до 400 граммов, вы, вероятно, получите почти половину необходимого вам калия в день. Я хочу включить в этот список еще несколько дополнительных овощей, таких как грибы, зеленая фасоль, сельдерей, спаржа, петрушка и баклажаны. Все это следует есть на регулярной основе. Как я уже упоминала, такие продукты, как грибы и спаржа, были в списке 15 чистых, что означает, что в них меньше всего пестицидов, тогда как сельдерей и шпинат были в грязной дюжине, и они, скорее всего, содержат пестициды. Поэтому, если вы покупаете их, то следует убедиться, что это органический сорт. Номер 3 – это брокколи. В брокколи содержится огромное количество питательных веществ. Это овощ из семейства крестоцветных, он содержит всего 4% чистых углеводов. К полезным свойствам брокколи относят позитивное влияние на пищеварение, сердечно-сосудистую, иммунную системы, а также противовоспалительные и антиканцерогенные эффекты. Никогда не стоит забывать, что пища не лечит симптомы и болезни. Еда лишь поддерживает наше тело, обеспечивая его потребности. Поэтому, когда говорят, что еда лечит рак, диабет или гастрит, то это неправда. Правильная пища обеспечивает то, в чем нуждается организм. И когда организм находится в равновесии, всех этих проблем будет намного меньше. Лечение проблем едой – это неверный способ мышления, который сбивает нас с правильного пути к здоровому образу жизни. Номер 2. Салат. И есть множество разных видов салата, которые вы можете приготовить. Вы можете сделать огромную миску, которая будет очень сытной, но в ней при этом будет мало углеводов и много калорий. Это отличный наполнитель для желудка. И номер 1 в списке – авокадо. Возможно, это самое совершенное растение из когда-либо существовавших. В нем содержится 2% чистых углеводов. И несмотря на то, что в нем указано 9% углеводов, 7 из них приходится на клетчатку. И это действительно полезная клетчатка, которая питает ваши кишечные бактерии. Оно содержит огромное количество калия – 50 мг на 100 грамм. Поэтому, если вы съедите 2 или 3 авокадо, вы получите суточную порцию калия, которая нужна вашему организму. Это, возможно, единственная некрахмалистая, богатая водой растительная пища, которая может насыщать, потому что содержит много полезных жиров.
Существует так много способов его приготовления и использования, что его можно есть практически при каждом приеме пищи. И ко всему прочему, это также номер 1 среди 15 чистых овощей. Если вы понимаете, что авокадо – это очень дорогой продукт для вас, то вспоминайте, что оно занимает лишь одно место в списке органических растений, и вы можете использовать другие. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Всем спасибо за просмотр!